Всем большой привет! Я рада, что вы со мной. Сегодня покажу свои пустые баночки. Это уже вторая часть, пустые баночки за апрель. Давайте начнем. Закончился у меня тоник от компании Bell Cosmex, белорусский производитель, из линейки Хербарика, энергия свежести, центелла, женьшень и мята. Безупречная чистота. Объем был 150 мл. Он мне очень понравился. Он хорошо работает, такой нежный, деликатный, хорошо кожу тонизирует, освежает, увлажняет. Довольно бюджетный, стоит где-то в среднем 100 рублей. За свою цену просто великолепный. Он мне настолько понравился, что я пошла и купила себе еще один. Заказывала его в магазине подружка, вам показывала. Что касается масок для лица, у меня закончились целых две. Первая маска моя любимица. Я ее очень любила и с большим удовольствием пользовалась. Это увлажняющая нежная маска-желе для лица от компании Планета Органика Royal Spa. Сок тайского розового личи, органическая кокосовая вода и комплекс аминокислот. Она была просто великолепна, идеально мне подходила на утреннее применение. Объем у нее был довольно большой, 100 мл. Вот такая информация, способ применения. Она была гелевая, такая как желеобразная. Нужно было наносить на 5-10 минут, 1-2 раза в неделю, затем смывать водой. Классная консистенция, я ее держала в холодильнике. Дополнительно кожу она еще освежала, бодрила, тонизировала. Очень хороший состав. Я ее использовала до последней капельки, просто до конца. Я решила эту баночку не выбрасывать и буду перекладывать в нее другие продукты. У меня уже есть задумка, потом в последующих видео покажу, что я хочу сделать, что я придумала. Еще одна маска для лица от компании Sephora. Это питательная маска с бананом в объеме 50 мл, рассчитана на 5 применений, но мне ее хватило намного больше, раз на 7. Она такая кремовая, как, знаете, банановое пюре, как будто вы взяли такой спелый банан, перетерли его вилкой и нанесли себе на лицо. Аромат потрясающий. Что касается по действию, я наносила ее на 5-7 минут на лицо. После того, как смывала, лицо было более нежное, более гладкое, увлажненное, немного напитанное. Маска мне понравилась, тоже хорошо себя ведет, как travel вариант. С собой куда-то взять, она небольшая, компактная, самое главное, эффективная. Что касается крема для лица, у меня закончился тоже мой любимец. Крем, который я очень любила и с большим удовольствием пользовалась. Это крем корейского производства, называется Revineo. По консистенции он как крем-гель, очень легкий, но он содержит в своем составе пептиды, масло ши, аденозин. Аденозин – это продукт, который очень часто встречается в корейской косметике. Он направлен на упругость кожи, на омоложение лица. Также в этом креме содержались средства, защищающие кожу от негативного воздействия окружающей среды. При постоянном регулярном использовании этого крема сразу можно заметить, как улучшался цвет лица, как выравнивалась, подтягивалась кожа. Этот продукт я покупала в подружке, он мне очень-очень понравился, с большим удовольствием я им пользовалась. Идеально подходит для комби кожи, не жирнит, не перегружает ее, но очень хорошо работает. Здесь объем был 30 мл. Вот такая информация дополнительно, кому интересно. Мне он понравился и по действию, и по аромату, и по качеству. Хватает его надолго. В общем, классный, крутой крем. Самое главное, качественный. Давайте теперь покажу сыворотки, которые у меня подошли к концу. Тоже компания Sephora. Это у нас сыворотка для лица, для придания увлажнения и сияния кожи. У нее уже заканчивался срок годности. Я решила, что дальше не стоит ее откладывать, и нужно все-таки
каким-то образом попытаться ее закончить. Она мне абсолютно не понравилась. Я уже в каких-то видео говорила, да, что буду ее брать, буду рассматривать какие-то варианты ее использования, но просто вот, ну, не понравилось. Во-первых, ее текстура. Она такая зеленая, как будто, вот, немножко осталось, как будто киви. Она очень жидкая. Она образует на поверхности кожи, на моей, во всяком случае, коже, какую-то пленку отталкивающую, неприятную. Она не впитывается, лежит просто пластом на моей коже. Я уже ее и на руки, и на ноги, куда-либо использовала, знаете, только чтобы добить. Попадалась она мне в коробочке красоты от Sephora Box. Давно я заказывала, и вот уже надо было ее закончить. Еще одна сыворотка подошла к концу. Это компания Decode из линейки Smart Aqua. Это увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой и пептидом для всех типов кожи. Она у нас в стекле, что очень хорошо. Объем у нее небольшой, 15 мл, но это такая, знаете, как travel версия. Также мне понравилось, что она у нас идет с пипеткой. Очень удобно ее дозировать. Вот такая вот консистенция у нее молочная, белая. Сыворотка просто изумительная за свою бюджетную цену. Она реально аква, она на основе гиалуроновой кислоты, голубых водорослей, пептидов. Она направлена на антивозрастное действие, оказывает очень хороший увлажняющий эффект. Если вы постоянно будете пользоваться, а я ей пользовалась и с утра, и вечером, она подходит как под дневной крем, так и под более питательный ночной. Очень хорошо глубоко кожу увлажняет, восстанавливает. Она мне понравилась, не липкая, не жирная, кожу не перегружает. Вот знаете, она впиталась, и коже сразу стало хорошо. Вот не знаю, как объяснить, классная сыворотка. Вообще могу посоветовать. У меня есть еще от этой компании пенка, пока еще в использовании, более такая долгоиграющая оказалась. Далее покажу вам еще сыворотки, которые у меня закончились. Это малыши от компании Herborian. Две вот таких сашетки. Первая у нас идет с женьшенем, вторая с бамбуком. В принципе, они довольно похожи. Супер сыворотка для лица, обогащена экстрактом бамбука, интенсивно надолго увлажняет кожу, обеспечивает чувство комфорта. Они немного разные по текстуре, но одинаковые по воздействию на мою кожу. Хорошо глубоко увлажняют, напитывают, немножко улучшают цвет лица. В каждом пробнике 1,5 мл. Мне эти 1,5 мл хватило на 2 раза. Далее покажу средства по уходу за зоной вокруг глаз. У меня закончился крем от компании Pro Dermasil. Крем для век, для сухой атопичной кожи. Он мне попадался в коробочке красоты. И я была к нему скептически настроена. Думала, что, видите, здесь заявлено для чувствительной, очень сухой, атопичной кожи, что устраняет дискомфортное ощущение стянутости, сухости. Соответственно, он предполагал, как я думала, жирную такую плотную маслянистую текстуру. Но я ошибалась. Как только стала применять этот крем, поняла, что он хоть и кажется таким плотным, густым по текстуре, но на самом деле, когда его распределяешь, он очень нежный, он тает, он прекрасно кожу увлажняет, устраняет видимые шелушинки, если таковые есть. Он избавляет от отечности, если использовать его с утра. Нету никакой чувства сухости, стянутости. Также он укрепляет гидролипидный барьер, немножко кожу подтягивает. У кого чувствительность, то, конечно, мгновенно снимает эту чувствительность. И мне понравилось, как он работает. Я его использовала в большей степени на вечернее применение, но бывало, что и с утра по небольшую горошинку наносила. Хорошо, быстро впитывался, потом наносила макияж, консилер, ничего не скатывалось, не было никаких проблем. В общем-то, классный крем. У него большой объем 20 мл. Вот вам сейчас покажу состав, кому интересно.
Хватило мне его надолго, наверное, месяца на 4 хватило. Это при том, что я и с утра, и вечером им пользовалась. В общем-то, прям так не жалела, наносила побольше. Также я наносила его и на зону носогубных складок, могла на межбровку наносить, в общем-то, чтобы, знаете, прям так хорошо кожу напитать. Он мне понравился, тоже могу посоветовать. Я так думаю, что он средний по ценовой категории, не особо такой дорогой, наверное, рублей 400-500 стоит. Далее покажу еще один продукт, который я не поняла. Это у нас компания Avène. Это был небольшой пробник в объеме 5 мл. Линейка Cleanance Комедон. Вообще производителем заявлено, что это концентрат, который должен бороться с угрями и черными точками. Когда вы его наносите, должен, как говорит производитель, разрывать порочный круг формирования акне. Но я, когда его наносила, а его нужно наносить утром и вечером, самостоятельно, точечно, на проблемные места, и я ничего не поняла. То есть я наносила и утром, и вечером его, держала некоторое время. Такая склизкая по консистенции текстура, неприятная, жидковатая, растекается, неприятный аромат. Я держала, через некоторое время смыла, вообще ничего не поняла. Может быть, просто маленький объем, может быть, нужно дольше использовать, не знаю, может быть, просто не мой продукт. Далее покажу еще одни продукты по уходу за зоной вокруг глаз. Это компания Clarins. Total Eye Lift, их знаменитая линейка, концентрат с эффектом лифтинга для кожи вокруг глаз, антивозрастной уход. Вот так выглядит полный объем 15 мл. И миниатюры хватило раза на 3, это точно. Очень хорошо работает с первого раза. Кожа более подтянутая, эластичная, упругая. Классно защищает, питает. И у меня еще один малыш закончился. Здесь тоже 3 мл. Тоже такой хороший объем, как travel вариант, неплохой. Крем отличный. Сразу заметно, как кожа более подтянутая, здоровая, эластичная. В общем-то, да, когда-то я заказывала Clarins. Пока я сделала небольшой перерыв, я активно пользуюсь тем, что у меня есть в запасах. У дочки закончился спрей для расчесывания волос «Маленькая фея» от 3 лет. Масло ромашки, роза, пантенол, ухаживающий. Объем 160 мл. Ну, такой средний по консистенции. Он был розоватый. И, честно говоря, мне немножко надоел, приелся его аромат. Далее покажу вам тканевые маски. У меня в этом месяце их было не так много, потому что я заканчивала маски в тубах. Первая маска, которая абсолютно мне не понравилась и вызвала полное разочарование, это компания Puraderm. Это такая знаменитая маска круглой упаковки. У меня в данном случае с ромашкой, но также я знаю, что есть с кофейными зернами, еще с чем-то. Я все еще хотела с кофейными зернами себе прикупить, но не надо. Мне она не понравилась. Во-первых, мало здесь пропитки, всего лишь 18 грамм, она такая как полусухая. Во-вторых, что касается по самому лекалу, по самой ткани, это просто какой-то ужас. Она, знаете, как туалетная бумага влажная. Вот ты наносишь ее, пытаешься пригладить, разгладить, и она начинает уже рваться. Вот реально как влажная туалетная бумага. Такое ощущение у меня было неприятное. Какая-то полусухая, очень быстро высохла, буквально 5-7 минут, она уже у меня почти что пересохла. Вообще не понравилось, я ее сняла, никакого эффекта, никакого результата, к сожалению, не было, поэтому хорошо, что у меня больше в запасах этого представителя нет. Неплохо себя показали маски от компании Einlip. У меня были две с гиалуроновой кислотой и очищающая с древесным углем. Хорошее лекало, хорошая посадка, пропитка. Понравились действия. С гиалуроновой кислотой очень хорошо кожу увлажнила, напитала. Улучшила цвет лица. Я многого от этих масок не жду. Для меня это, знаете, как экспресс-вариант, как дополнительный этап ухода за кожей. В этом плане они сработали хорошо.
И буквально вчера я делала маску восстанавливающую с маслом ши от компании Frudia. Она мне очень понравилась. Во-первых, ее аромат. Аромат сначала мне показался таким более рисковато, интенсивно надоедливым, но потом он уже немножко улетучился, немного я к нему привыкла, и он мне показался даже приятным. Но самое главное в этой маске — это ее действие, это ее питательные свойства, как классно она кожу восстановила. У меня кожа нуждалась после того, как я была некоторое время на природе, на солнце, да, там на воздухе, кожа как-то немножко обветрила, вот нужно было ее восстановить, напитать. Эта маска вот прям была как нельзя кстати. Вот такая информация, здесь 20 миллилитров, она была в кремовой пропитке. Кремовой пропитки было очень много. После того, как вы маску использовали, еще в упаковке эта пропитка оставалась. Прекрасно кожу восстанавливает, ускоряет регенерацию тканей, смягчает, защищает от возрастных изменений. В общем, маска классная. И вообще компанию Frudia я очень-очень люблю. Это у меня уже далеко не первый продукт, буду продолжать знакомиться. 2 пачки влажных антибактериальных салфеток компании LPK, 15 штук, отличное качество. Единственное, что не совсем бюджетная цена, так они великолепные. И также от LPK закончились ватные диски с ионами серебра, 80 штук, стопроцентный катон, они с эффектом прошитого края. Тоже были неплохие. Давайте теперь перейдем к пустым баночкам декоративной косметики. У меня много что закончилось. Давайте мы начнем с компании Evelyn. Это у нас знаменитые продукты из линейки Made My Day. Это транспарентная рассыпчатая пудра банановая. Очень знаменитая, очень многими любимая, мною тоже. Вот такая здесь информация. Профессиональная полупрозрачная рассыпчатая банановая пудра идеально разглаживает рельеф кожи, нейтрализует жирный блеск, скрывает покраснение. У нее невесомая текстура, объем у нее 6 грамм, хватает очень-очень надолго. Я использовала 2 банки с большим удовольствием. Вот видите, все просто до конца. Хватает ее надолго, потому что она реально, вот нужно ее совсем немного. Она хороша тем, что подойдет под любой тип кожи, под любую цветовую гамму, хорошо матирует, закрепляет макияж, классно держится, для комбинированной кожи великолепно. Когда я покупала, у нее вообще была цена просто замечательная, она что-то стоила в районе там 200 рублей, поэтому я прям закупилась и очень рада, что она у меня была. Что касается Evelyn, нашла в своих запасах, хочу избавиться от Feel the Blush. Это у нас румяна для лица. Здесь уже, ну, пока еще хороший срок годности. Может быть, я кому-то их отдам. Ну, скорее всего, большой объем 5 грамм. Оттенок 02. Они красивые. Даже я ими пыталась пользоваться. У них здесь, видите, такой золотистый отблеск красивый. Давайте вам покажу. Очень красивый. Но дело все в том, что, видите, они с блестками. Очень здесь большое количество активных блесток. И наносить блестки на лицо мне как бы не вариант, потому что у меня и так кожа комби. Да, я и так борюсь с тем, чтобы кожа не блестела. А наносить румяна с такими активными блестками для меня просто не вариант. Я уже, можно сказать, выбрасываю. Я уже просто обессилена его закончить. Это консилер от компании Maybelline из линейки Fit Me. Он у меня уже в таком неприглядном состоянии, весь уже поюзанный. Он вообще не хочет заканчиваться. Вот такая вот здесь информация. Просто так уже долго неприлично держать консилер, потому что у него уже и срок годности вышел, это 4-22, и 6 месяцев после вскрытия давно прошли. Объем здесь 6,8 мл. Я им пользуюсь каждый день, но он вообще не заканчивается. Я уже на месяцев 8 им пользуюсь.
просто одним им. Я уже даже другие продукты не беру, потому что, ну, надо как-то заканчивать. А он все не заканчивается. Вот просто бездонный какой-то продукт. Он классный, он хороший по качеству, он великолепно маскирует, подстраивается, убирает несовершенство. Да, но нельзя же так долго держать продукт открытым. Уже все сроки годности прошли, поэтому, не знаю, очень классный продукт, долгоиграющий, но, к сожалению, я от него избавляюсь. Также у меня закончилась подводка для глаз от компании Эвелин. У меня оттенок черный. Здесь тоже 6 месяцев после вскрытия, но она у меня уже, мне кажется, намного больше. Она ультрастойкая, не растекается, не трескается, удобно в нанесении. Сейчас вам покажу ее острый кончик. Вот такая вот. Сейчас давайте посмотрим, что-то она нам выдаст. Да, смотрите, как она красиво рисует. Она вот у меня полежала. Надо ее опять пустить в использование. Вот видите, собиралась уже выкинуть не получается. Классная подводка, она реально черная, графичная, удобно в нанесении. С помощью нее можно и широкую стрелку нарисовать, и маленький тонкий кончик вывести. Удобная подводка, классная по качеству, по цене. Дальше я избавляюсь от продукта от компании Ламель. Это карандаш для бровей. Он красивый, в оттенке 402, а здесь 1,7 грамм. Есть щеточка, но он мне не подошел по качеству и не подошел по оттенку. Что касается оттенка, он очень-очень темный. К сожалению, я его покупала через интернет, и поэтому как-то не смогла сориентироваться по оттенку. Вот 402 вообще не подходит светленьким девочкам, русым девочкам. Это вообще не вариант. Можно было кому-то его отдать, но мне не понравился он по качеству, как он затачивается, он весь ломается, крошится. Вот эта сама деревянная основа какая-то деревянная, да, то есть вообще не хочет работать, и поэтому я просто от него избавлюсь. Он стоил очень бюджетно, даже заморачиваться с ним не хочу. Закончился продукт от компании Lovely. Это у нас польский бренд. Очень классный продукт. Это гель для бровей. У него уже тоже срок годности подошел к концу. Я до последнего им пользовалась, потому что он мне очень понравился. Да, я прям просто до последнего миллилитра его использовала. Он был классный по цвету, он был такой холодный. Очень хорошо смотрелся на бровях. Кисточка удобна для расчесывания, укладки. В общем, никаких проблем с ним не было. С большим удовольствием им долгое время пользовалась. Просто отработала свои деньги, скажем так. Закончились у меня туши от компании Clarins. Это в объеме 1 мл. Вот 2 туши. Эти туши когда-то компания давала за покупки, часто вкладывала в качестве презента, подарка. Это моя любимая тушь Wander Perfect Mascara 4D. У меня много раз были полноразмеры. Я, можно сказать, я начала заказывать в интернет-магазине Clarins из-за туши, которую попробовала, влюбилась и уже, наверное, 3 или 4 штуки заказывала. Сейчас у меня есть еще в полноразмерной версии в запасах лежит тушь, поэтому пока я добиваю все, что есть. Тушь классная по всем параметрам. Во-первых, она хорошую имеет щеточку, прекрасно расчесывает реснички, делает замечательный изгиб, хорошо наслаивается, она черная, не осыпается, держится на глазах весь день, великолепно. Эти тоже малыши хорошие, как дорожный вариант, куда-то с собой взять, качественные такие вот прям пробнички. Далее покажу продукт от компании Ламель, который я просто добила подчистую. Я даже дошла до того, что сняла у них ограничитель, видите, и просто до последней капельки их использовала. О чем я говорю? Это у нас глиттеры. Жидкий глиттер для макияжа. Я его использовала именно для макияжа глаз. Объем 3,3 мл. Оттенок у меня 0,3 бронз и 0,5 платинум.
Я просто в восторге была по качеству. Конечно, эти продукты не на каждый день, они очень сверкающие, блестящие, но, например, на вечерний выход куда-то погулять, для какого-то мероприятия, фотосессии, выходной день, либо просто сделать какие-то акценты в макияже глаз. Мне они очень нравились. И бронзовый, и серебристые были великолепны. Но видите, все, даже показать вам ничего не могу, потому что все закончилось. Классные по качеству. Повторять в ближайшее время их не буду, потому что есть чем пользоваться, но посоветовать могу тем, кто не пробовал. Закончились у меня 2 бутылочки лака для ногтей. Это мои любимые яркие оттенки. Я люблю такие именно, знаете, красный, алый, бордовый и так далее. Это первый лак от компании Essence The Gel, второй Pink Up мини-гель с лаковым покрытием. Они небольшие. Здесь у нас 8 мл, здесь у нас 5 мл. Тоже уже, смотрите, сроки годности давно закончились. Но они хорошо работали просто до конца. Они уже все. Вот первый уже вообще на исходе. У меня, кстати, в оттенке 15 от Pink Up. А от Essence The Gel он уже просто все. Видите, себя отработал. У него красивая широкая кисточка. Классные оттенки для маникюра и для педикюра. Хорошо держится. В общем-то, великолепные лаки. Ну и последнее, что вам покажу, это пробник туалетной воды мужской по коробам Фантом. Очень классный, энергичный, динамичный аромат. Супругу очень понравился. Здесь 1 мл был. Вот такая маленькая фиолочка, но с большим удовольствием он его использовал. Здесь очень интересный мужской аромат. Здесь есть нота лимона, нота сливочной ванили. Все это как-то обыграно очень красиво, поэтому да, аромат, конечно, великолепный. Вот такие были пустые баночки. Вторая часть. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной до конца. Желаю всем отличного настроения. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.